Всем привет, Артемий Троицкий, про Александра Башлачева. Потом началась такая самая смутная, мутная часть его истории. Вы можете об этом прочесть. Весной, где-то в мае-июне, он уехал из Москвы, из Питера, уехал в Казахстан, проводил там время с Рашидом Нугмановым. Потом вернулся в Питер. Но там произошла такая история, что он перестал писать новые песни. Конечно, у него и старые были потрясающие, поэтому его приглашали на концерты, он выступал на фестивалях рок-клуба, но, в общем-то, он погас. С ним случилось что-то довольно странное, то есть от Башлачева осталась такая тень Башлачева, что ли. Я не мог понять, что с ним происходит. Вот когда я ему даже задавал какие-то вопросы: «Саня, а что такое, почему песни не пишется?» Он говорит: «Да нет, ну я так работаю, так пописываю, ну пока там». Но на самом деле, в общем-то, скорее всего, этих песен все же не было. Последняя наша встреча с Башлачевым состоялась в начале, то есть, я думаю, в январе или в начале февраля 1988 года. Мы тогда жили с моей тогдашней женой Куницыной, снимали квартиру в маленьком двухэтажном домике, уже давно снесенном на станции метро Беговая. Там было очень уютно, и пришли, значит, к нам в гости. Там вообще много кто из интересных людей у нас бывал в гостях, например, Ричард Брэнсон, если знаете такого. Но пришли к нам в гости, это были самые дорогие гости, Саша Башлачев с его подругой Настей Рахлиной. И, значит, мы там сидели, вот, песни не пели, поскольку новых песен не было, вот, а просто долго-долго разговаривали, выпивали, я рассказывал там про недавнюю свою первую поездку в Англию, про знакомство там с Полом Маккартни, с Джо Страмером там, и прочими великими людьми. Вот. В общем, было очень здорово, очень хорошо, очень душевно. Я чувствовал, что Сашка очень не хотел уходить. Но у нас там были всякие дела, мне надо было ехать в очередную какую-то зарубежную поездку и так далее. И, в общем, я не пригласил их с Настей у нас остаться. То, что Настя беременна, этого я не знал. Довольно грустно и нехотя они ушли от нас в зимнюю ночь. И должен сказать, что вот сколько я живу, вот столько я буду сожалеть об этом эпизоде. Я считаю, это был самый плохой, самый нечуткий, самый дурацкий поступок в моей жизни. То, что я, можно сказать, мы, поскольку там жена тоже была, в общем, то, что я не пригласил Сашу и Настю остаться у нас жить. Если бы они остались у нас жить, но у нас квартира была это вот двухкомнатная. Была она двухкомнатная, так что можно было им хоть на полу, хоть где что-то там расстелить и так далее. Вот. Но этого предложения я не сделал. И вспомнил я об этом только спустя там где-то дней 10 или типа того, когда раздался в квартире звонок, и, значит, сообщили мне ленинградские друзья, что 17 февраля 1988 года, что Башлачев выпал из окна такого высокого многоквартирного панельного дома. Поехал я на похороны, конечно, мы там все были, и Липницкий там был, и вся питерская тусовка. Это были самые депрессивные похороны в моей жизни, поскольку, в общем-то, все себя чувствовали ужасно, и все себя чувствовали до какой-то степени виноватыми. Хотя в чем вина, тоже было не очень понятно. Потому что Сашке много чего предлагали. Ему предлагали и в кино сниматься, там Леша Учитель снял его даже в фильме «Рок», но Саша потом сказал: «Нет, я не хочу, и уберите эти кадры». Курехин хотел с ним записывать альбом. Я, кстати, думаю, что это единственный музыкант, с которым Башлачев мог бы интересно записаться. То есть вот если бы встретились два гения, Курехин музыкальный гений и Башлачев гений там
поэтической, энергетической. Но этого тоже не случилось. Всем было дико печально, депрессивно и вот виновато. Потом как-то, в общем-то, об Ишлачеве узнали неплохо, и там были всякие концерты его памяти, пластинки, трибюты его памяти и так далее. Я написал о нем большую статью. Она вышла в журнале «Огонек» где-то в мае, по-моему, то ли 88-го, то ли 89-го года. Это была первая такая большая публикация об Ишлачеве в центральной прессе. Потом Евтушенко его внес в свою антологию современной российской поэзии. Много чего посмертно произошло. У Насти родился ребенок, Егор, но, к сожалению, уже тоже погиб. Настя тоже умерла. В заключение я хотел бы сказать, что Башлачев оставил после себя загадку. Огромную загадку, которая совершенно неразрешима в рациональной плоскости. Загадка эта состоит в том, что, я его знал хорошо. Я могу сказать, что Башлачев, в общем-то, был нормальным совершенно пареньком, который прожил, в общем-то, нормальную жизнь. И смотрите, значит, все свои песни он написал, когда ему было 24 и 25 лет. Родился он в 60-м году, начал писать где-то весной 84-го, закончил весной 86-го. Что я хочу этим всем сказать? Хочу сказать то, что у Башлачева не было опыта и не было тех знаний, которые могли бы позволить ему написать такие гениальные, глубокие песни на вот эту самую русскую тему. Он не занимался медитацией, не жил ни в монастыре, ни в ските, не совершал никаких паломничеств. Его гуманитарные знания, это были нормальные, обычные знания советского студента-гуманитария, да, то есть историю российскую он знал, я думаю, в лучшем случае на уровне Ключевского, Соловьева, религиозную, теософическую литературу или эзотерическую он, в общем-то, особо не читал, и при этом он писал такие песни, что, в общем-то, абсолютно необъяснимо, как я уже сказал, с рациональной точки зрения. Остается нерациональная точка зрения, и это единственный ответ на данный вопрос. Помимо того, что он был гений, но что такое гений, тоже, в общем-то, никто толком не знает. Ответ тут может быть только такой, что у него на самом деле был дар. У него был называйте это космическим даром, божьим даром, как угодно. То есть был некий портал, к которому Сашбаш был подключен на протяжении 2 лет. И вот через этот портал, собственно, в него вливались его невероятные стихи. И в какой-то момент, по-видимому, это произошло где-то в конце весны или летом 86-го года, этот портал закрылся. Закрылся и все. И это, конечно, стало одной из главных причин того, что с ним произошло. В подтверждение этого я могу сказать то, что он мне говорил во всяких наших бесконечных с ним беседах. Он мне говорил, что он стихи не пишет, что они на него сваливаются очень быстро. Он писал это все очень быстро. То есть это не то, что он работал над каждым словом, как можно подумать. Я помню, что однажды отправил к Александру Градскому, у которого был альбом «Русские песни», и я подумал, что это может быть интересно. Градский, значит, ему сказал: ты сначала научись играть на гитаре и петь, а потом уже, значит, передо мной выступай. Тем не менее, успел послушать некоторое количество песен, прежде чем он его выставил за дверь. И когда я ему позвонил по телефону на следующий день и спросил, как, он сказал: в общем, да, конечно, стихи у него виртуозные, да, представляю, сколько времени он над ними работает. Но я говорю Градскому: в общем-то, нет, он над ними вообще не работает, они к нему приходят. Тогда, значит, заржал Градский: тогда он гений. На самом деле так оно и было, он был гений. Откуда к нему приходили, каким образом эти стихи? Я думаю, что
Никто уже на этот вопрос ответить не сможет, но главное, что они есть. Второе, что, наверное, я хотел бы сказать в качестве постскриптума, было такое время, когда казалось, что мы из этой вселенной жуткой, русской вселенной, этой ямы, которую вырыл Сашбаш, что мы из нее вышли. 90-е годы, даже нулевые годы, казалось, что Россия уже стала немного другой страной. Стихи стали башлачевские как-то вроде бы их стали немножко забывать, не очень актуально. Ну, при чем тут там весь этот ужас, при чем тут весь этот хтонический кошмар, прочее, прочее. У Башлачева, кстати, песни «Как ветра осенние», у него была такая строчка: «Я хочу дожить, я хочу увидеть время, когда эти песни больше будут не нужны». Казалось, что это время, но если не настало, то, по крайней мере, мы куда-то в эту сторону движемся. Теперь, как вы понимаете, настала в России эпоха Башлачева. То есть песня «Лихо» и все прочие эти его жуткие пророческие песни, Иванюша, Егоркина былина, «Пляши в огне», вот это все сбывается в нынешней России. Что лишний раз говорит об абсолютной гениальности Башлачева и лишний раз говорит кое-что о природе страны России и русского духа. Следом буду вам рассказывать про других своих замечательных соседей. Чао.